привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу предложить вам связать вот такую вот зайку. Зайка с длинными ушами, двусторонними. Вот вязаны они не по кругу, они связаны вместе с двух сторон. А вот размер этой зайки 35 сантиметров. Она не помещается весь экран, вот только лежа. Вот, и вязана, как обычно, она практически целой деталью. Ввязываются ножки, ручки, тело и голова вяжется вместе. Ушки пришиваются. А вот сами ушки, даже вот если взять, то они длиной 35 сантиметров само ушко. То есть зайка не маленькая. Вот. Но для разнообразия, для такого вот хорошего, красивого подарка, думаю, можно и связать. Глазки, 18 миллиметров глазки с ресничками они идут. Вот носик вязаный. Эта зайка связана из толстого плюша. Толстый плюш, я подразумеваю, это Ярнард Дольче Бэби. Ой, Ярнард Дольче или Хималай Долфин Бэби. И вот ушло у меня на эту игрушечку 2 моточка серой пряжи, полмоточка на платьечко ушло и практически чуть больше, чем полмоточка на ушки. Белой пряжи тоже ушло где-то, ну, чуть меньше, чем полмоточка. Зайка с вот такими вот ножками. Мне очень нравятся вот такие вот ножки с пяточками и пальчиками. Поэтому я тоже зайке связала и вышила пальчики. Так вот она выглядит сзади. Юбочка, она все ввязывается, то есть абсолютно. Поэтому, если вам нравится зайка и вы хотели бы ее связать, то приглашаю на свой мастер-класс, приглашаю к просмотру. И давайте приступим. Итак, какая же пряжа нам понадобится для вязания нашей зайки? Итак, основной цвет это Ярнард Дольче. И цвет у меня 782. Дальше ножки я буду оформлять Хималай Вельвет. Номер 9003. 9003. Не знаю, как они тут считают. В общем, и вот такой вот ярко-розовый цвет. Это под цвет платья. Итак, также я буду вязать крючком номер 4. Понадобятся ножнички, маркер. Что ж, давайте приступим. Итак, сначала мы с вами свяжем ручку. Ручка вот так вот выглядит. И давайте с вами свяжем вторую точно такую же. Беру я серую пряжу и набираю 2 воздушные петли. Со второй петли от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше второй ряд провязываем 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Ставлю маркер в первую петлю. В конце ряда у нас должно получиться, хвостик я ввязываю, и в конце ряда должно получиться 16 столбиков без накида. Хвостик провязывая, я вот так вот подтягиваю, чтобы дырочка сузилась. Дальше в конце ряда должно получиться 16 столбиков без накида. Третий ряд мы провязываем 1 столбик плюс прибавка, так повторяем 8 раз. И в конце получается 24 столбика без накида. Дальше 4, 5 и 6 ряд мы провязываем без изменений. 24 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, вяжем с вами 7 ряд. Вначале давайте провяжем 4 убавки. За передние полупетельки я захватываю 2 петли и провязываю убавку. Ставлю маркер в первую петлю и провязываю еще убавочку. Это уже будет вторая убавка. Дальше третья убавка.
и 4. Дальше до конца ряда мы провязываем 16 столбиков без накида. В конце ряда у нас должно получиться 20 столбиков. Давайте провяжем. Итак, 8 ряд. 8 ряд вяжем так. Вначале провязываем 2 убавки за передние полупетельки. Первая убавка и ставим маркер. И провязываем вторую убавку. Дальше до конца ряда провязываем столбики без накида. Их должно получиться 16 столбиков. В конце ряда у нас 18 столбиков без накида. Давайте проверим. 9 ряд. Снимаем маркер и провязываем в начале убавку. Провязав убавку, ставим маркер. Дальше провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь провязываем убавку. И дальше до конца ряда мы провязываем без изменений 6 столбиков без накида. В конце ряда 9 у нас должно получиться 16 столбиков без накида. И дальше с 10 по 20 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 16 столбиков без накида. Итак, провязала я 20 рядов. Конец ряда как раз совпадает там, где мы должны с вами провязать, то есть середина ладошки рядов. Я набила ручку средней плотности вот до, не долаживая холофайбера, 3-4 ряда. Здесь очень легко средней плотности. Складываю пополам деталь и провязываю 2 части вместе столбиками без накида, захватывая сразу обе стеночки детали. Все, провязав до конца, обрезаем ниточку. Все, вот такие вот детали получились, вот такие ручки. И теперь давайте свяжем с вами ножки. Итак, вот так вот выглядит ножка. Вот такая вот у нее. Будем вышивать пальчики. И давайте свяжем с вами вторую. Набираю 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со второй петли от крючка провязываю прибавку в 1 столбик, 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В последнюю петлю провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше по второй стороне провязываем 5 столбиков без накида, ввязывая хвостик. Так, подтягиваю. Один, 2, 3, 4 и 5. Хвостик можно уже убрать. Второй ряд. Во втором ряду начинаем с прибавок. Провязываем в одну петлю в первую прибавку.
и ставим маркер в первую петлю. Дальше провязываем следующую петлю, еще одну прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше провязываем 4 прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первая прибавочка, вторая прибавка, третья и четвертая. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Так, провязали мы второй ряд. Во втором ряду у нас получается 22 столбика без накида. Третий ряд снимаем маркер и провязываем 1 столбик без накида. Ставим маркер. Дальше прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше 1 столбик без накида и прибавка. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем по схеме 1 столбик плюс прибавка, так повторяем 4 раза. Давайте провяжем. Дальше провязываем 4 столбика без накида. И в конце 2 петли остается, провязываем по схеме 1 столбик плюс прибавка. Итак, в третьем ряду у нас должно получиться 29 столбиков без накида. Четвертый ряд вяжем так, снимаем маркер и провязываем 2 столбика без накида. 1 и следующий 2. В первую петлю ставим маркер. Дальше провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 2 столбика без накида в каждую петлю. Затем прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И дальше провязываем по схеме 2 столбика плюс прибавка. Так повторяем 4 раза. Давайте провяжем. Дальше провязываем 4 столбика без накида. И в конце ряда провязываем по схеме 2 столбика без накида и прибавка в конце. Итак, в четвертом ряду у нас получается 36 столбиков без накида. Пятый и шестой ряд мы провязываем по кругу без прибавок и убавок 36 столбиков без накида. Давайте провяжем. Так, вот такая деталь у нас получается. Теперь давайте с вами вязать седьмой ряд. В седьмом ряду вяжем так: 2 столбика без накида и маркер ставим в первую петлю. Дальше провязываем убавку. Дальше опять 2 столбика без накида и убавка. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И дальше вяжем по схеме 2 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 4 раза. Давайте провяжем. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И дальше по схеме 2 столбика без накида плюс убавка. Закончили мы седьмой ряд. В седьмом ряду у нас получается 29 столбиков. Восьмой ряд. Снимаем маркер и провязываем 10 столбиков без накида. Ставлю маркер в первую петлю
И давайте провяжем 10 столбиков без накида. Дальше провязываем по схеме 1 столбик без накида плюс убавка. Так повторяем еще 3 раза. В восьмом ряду в восьмом ряду у нас еще повторений 3 раза еще 3 раза еще нужно повторить 1 столбик плюс убавка. И в конце довязываем 7 столбиков без накида. В восьмом ряду у нас получается 25 столбиков без накида. 9 ряд. Снимаем маркер и провязываем 10 столбиков без накида. В первую петлю ставим маркер. Давайте провяжем. Дальше провязываем 4 убавки подряд. 1, 2, 3 и 4. И дальше до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. В конце 9 ряда у нас должно получиться 21 столбик. 10 ряд. Снимаем маркер и провязываем снова 10 столбиков без накида. Ставим маркер в первую петлю. Так. Вот, и провязываем 10 столбиков без накида. Провязав 10 столбиков, теперь мы с вами провязываем 2 убавки подряд. Первая убавочка и сразу же вторая. И дальше до конца 10 ряда мы провязываем 7 столбиков без накида. В конце 10 ряда должно получиться 19 столбиков без накида. Давайте сразу продиктую, потому что 11 ряд вяжется в принципе так же само. В 11 ряду 10 столбиков без накида, плюс дальше мы делаем одну убавку здесь. И до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. В конце 11 ряда получается 18 столбиков без накида. И дальше с 12 по 20 ряд мы провязываем 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, смотрите, я провязала 20 рядов, я уже набила ножку, плотненько набила только стопу. Здесь очень легко и слабенько набила. Вот здесь, ну не знаю, 2-3 ряда вообще не набивала. И теперь будем соединять две стороны детали. Для того, чтобы соединить, давайте провяжем еще один дополнительный столбик без накида. Если на ручке у нас получалось не довязывать, петли смещения делать, то здесь необходимо. Здесь я провязываю одну петельку. И дальше соединяю две части, две стороны нашей ножки. И связываю вместе. Затем ниточку нужно закрепить и обрезать. Так как мы будем ножку вязывать, то хвостик мы можем делать небольшой. Все, вот такая вот ножка получается. Теперь давайте свяжем с вами вот эту пяточку. Приготовили вот такую вот бледно-розовую пряжу и набираем 2 воздушные петли. Со второй петли от крючка мы провязываем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Второй ряд провязываем все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик при этом ввязываем. Ставим маркер в первую петлю и провязываем 6 прибавок. В конце ряда у нас должно получиться, подтягиваем хвостик. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. И третий ряд провязываем 1 столбик плюс прибавка, так повторяем 6 раз. В конце ряда получается 18 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, связала я пяточку, уже закрепила ниточку, оставила для пришивания. И теперь нам нужно пришить вот так вот пяточку.
Давайте с вами пришьем и встретимся. Итак, смотрите, пришила я уже пяточку, и теперь давайте вышьем с вами пальчики. Я взяла толстую, с толстым ушком и тупым концом иголочку, одела уже плюшевую пряжу, и давайте с вами вышьем. Смотрим, чтобы у нас было одинаковое расстояние. Оставляем здесь хвостик и смотрим. Давайте попробуем так. Посмотрим. Ну, вроде бы правильно. Если что, всегда можно переделать, всегда можно ниточку обрезать и по новой все сделать, чтобы вас все устраивало. Всегда обычно делаю 3 петелечки вот так на пальчик. В общем, сейчас посмотрим. Теперь на серединку перешла и вышиваем вот так вот серединку. Тоже 3 стежочка сделаем. Вот так вот я придерживаю пальчиком и еще один стежочек. И с обратной стороны и перехожу на 3-й пальчик. И смотрю. Ну, вроде бы как все правильно. Если вам что-то не нравится, вы всегда можете сделать по-другому. Все вводим сюда, вот так вот. А выводим уже там, где наш хвостик. Поправляем пальчики, распределяем. Смотрим. Вроде бы все правильно. Теперь обрезаю ниточку, завязываю на узелок, не затягиваю сильно, а уже 2-й, 3-й уже можно посильнее. Оставляю небольшой хвостик и прячу его в деталь. Все. Вот такие вот 2 ножки у нас получается. Все потом почистится. Вот такие ножки с пальчиками. Все, теперь давайте приступим к туловищу. Итак, теперь вяжем туловище. Значит, я уже провязала, здесь вяжем по кругу. Набираем 2 воздушные петли. И во 2-ю петлю от крючка мы провязываем 6 столбиков без накида. 2-й ряд мы провязываем 6 прибавок. В конце ряда получается 12 столбиков без накида. 3-й ряд 1 столбик плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков без накида. 7-й ряд 2 столбика без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 24 столбика без накида. 5-й ряд 3 столбика без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 30 столбиков без накида. 6-й ряд 4 столбика без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 36 столбиков без накида. 7-й ряд провязываем 5 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 42 столбика без накида. 8-й ряд 6 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 48 столбиков без накида. 9-й ряд 7 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 54 столбика без накида. Вот мы провязали низ нашего туловища. С 10-го ряда мы меняем ниточку на цвет нашего платья и будем ввязывать уже наши ножки. Поэтому я обрезала ниточку и будем сейчас вязать розовый цвет нашего платья.
Сейчас я переверну. Итак, 10-й ряд. Я снимаю маркер, снимаю верхнюю петелечку и провязываю уже розовой ниточкой. Хвостики оставляю и провязываю 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше ввязываем ножку. Ставим ножку. И теперь захватываем с первой петелечки, захватываем на ножке и на туловище. И провязываем уже вместе 2 детали. На туловище захватываем ножку и туловище. При этом смотрите внимательно, чтобы петелечки не пропускали. 8 столбиков без накида мы вяжем 2 детали вместе. И последний. Хвостик убираем, мы оставляем его как наполнитель. И дальше провязываем 19 столбиков без накида. Давайте провяжем по туловищу 19 столбиков без накида. Провязав 19 столбиков без накида, ввязываем вторую ножку. Ставим ножку и провязываем. Входим в ножку, первую петелечку и в петелечку на туловище. И вяжем 8 столбиков без накида вместе с ножкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше до конца ряда провязываем 9 столбиков без накида. Итак, провязали мы 10-й ряд. Вот так вот выглядит наша деталь. Вот, значит, серединка наша сзади находится. И теперь давайте провязываем 11-й ряд. 11-й ряд вяжем полностью за заднюю стеночку петли. 54 столбика без накида провязываем за заднюю стеночку петли, за заднюю. Давайте провяжем 11 ряд. Итак, провязав 11 ряд за заднюю стеночку петли, дальше с 12 по 17 ряд мы провязываем 54 столбика без накида за полную петельку. То есть захватываем обе стеночки петли и провязываем 54 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 17 рядов. Теперь 18 ряд. Начинаем с вами провязывать убавки. За полную петельку уже вяжем 7 столбиков без накида. Ставим маркер в первую петлю. И провязываем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и убавку. За передние полупетельки провязываем убавку. Так нужно провязать до конца ряда еще 5 раз. В конце 18 ряда получается 48 столбиков без накида. 19 ряд провязываем без прибавок и убавок 48 столбиков без накида. И дальше по убавляющей 20 ряд 6 столбиков без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз. В конце 42 столбика без накида. 21 ряд вяжем 42 столбика без накида. 22 ряд
Провязываем 5 столбиков без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 36 столбиков без накида. 23 ряд вяжем 36 столбиков без накида. 24 ряд 4 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 30 столбиков без накида. 25 ряд 30 столбиков без накида. 26 ряд 3 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 24 столбика без накида. 27 ряд 24 столбика без накида. 28 ряд 2 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков без накида. Давайте провяжем до 28 ряда. Постепенно набиваем туловище. Итак, смотрите, провязав 28 рядов, теперь мы будем с вами ввязывать ручки. Так как ручка наша, вторая, которую мы должны будем ввязать в наше тело, она находится посередине нашего ряда, потому что вот это конец ряда 28. Мы должны провязать петли смещения, то есть продолжить 28 ряд для того, чтобы правильно вязать ручки. Я снимаю маркер и провязываю еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот мы провязали петли смещения. Теперь провязываем 1 столбик без накида и ставим маркер. Ставим маркер в первую петлю, в первую, прошу прощения. То есть провязав 1 столбик без накида, мы начинаем ввязывать ручку. Первую ручку мы ввязываем 7 столбиков без накида, потому как на ручке у нас 7 петель. Ручку ставим правильно, чтобы ладошка смотрела, как и ножка. Правильно, вперед. Итак, одеваем крючок на ручку сначала и затем на петельку на туловище и провязываем. Не получилось. Еще раз. Так. Вот ввязываем. Раз. Дальше одеваем, не пропуская петельки. Провязываем 2. Дальше ввязываем вместе с туловищем 3. Дальше 4. 5. Так, 6. И 7 петелечка. Этот ряд будет неудобен, но его надо провязать. Подтягиваем хвостик. Вот и вкладываем его в туловище вместо наполнителя. Дальше теперь по телу мы провязываем. Ладно, положим ее. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и 3 столбик без накида. И дальше ввязываем следующую ручку. Ручку опять ставим правильно, чтобы она смотрела вперед. Одеваем первую петлю и петелечку на туловище. Сейчас проверю, еще нет, неправильная. Чтобы не пропускать петельки, очень внимательно надо. Итак, 1, 2, 3, 4,
6 и 7. Все. Хвостик мы вкладываем вовнутрь серенький. Все, вязали мы с вами ручки. Вот так они получаются впереди. Сзади там одна петелечка. Итак, сейчас мы с вами обрезаем ниточку, потому как она нам уже не нужна. Вот и начинаем с вами вязать юбочку. Смотрите, значит, я уже обрезала ниточку. Петельку я одела на петельку маркер, потому что мы будем здесь менять в этой области ниточку и вязать уже голову. Поэтому я уже обрезала ниточку нашу на платье. И теперь переходим с вами в... Сейчас я посмотрю, в какой ряд, где мы с вами вязали за заднюю первую петлю. В 11 ряд. Спускаемся в 11 ряд. И здесь мы с вами вязали за заднюю стеночку петли. Находим переднюю стеночку. И будем с вами вязать юбочку той же самой ниточкой. Начинаем вязать с вами юбочку. Итак, пока у нас не набитое тело, мы можем с вами легко вязать юбочку. Присоединяю ниточку, хвостик будем ввязывать и набираю 2 воздушные петли. Подтягиваю. В эту же петлю я провязываю 2 столбика с накидом. Раз и сюда же 2. И так нужно провязать 54 прибавки столбиками с накидом. То есть каждую переднюю петельку, ввязывая хвостик, провязываем 2 столбика с накидом. Давайте провяжем до конца ряда. Каждую петельку 2 столбика с накидом. Вот так вот должно получиться. Давайте провяжем. Итак, провязав первый ряд юбочки, я делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Поднимаюсь на 2 воздушные петли и в эту же петлю провязываю 1 столбик с накидом. В следующую петлю провязываю прибавку 2 столбика с накидом в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. В первом ряду у нас должно получиться 108 столбиков с накидом. Второй ряд мы провязываем, вот уже вот этот второй ряд, который я показала, мы провязываем 1 столбик с накидом плюс прибавка. И так повторять 54 раза. В конце ряда у нас получится 162 столбика с накидом. И еще третий ряд юбочки провязываем просто 162 столбика с накидом. 3 ряда должно быть юбочки. Давайте провяжем. Итак, смотрите, провязали мы юбочку. Такая вот юбочка получается. Ниточку мы спрячем. Закрепляем ниточку и спрячем ее. И теперь давайте будем с вами вернемся к шейке. Я снимаю маркер. Приготовила белую пряжу, так как мордочка у меня будет состоять из 2 частей. Из беленькой и серенькой. Я хочу ему нижнюю часть мордочки сделать беленькой, девочки. Снимаю маркер с нашей петелечки. Подтягиваю ее. Ага, снимаю петелечку с последней петли и одеваю белую. Такой вот у нас будет переход. Дальше снимаю маркер. И нужно провязать 30 и 31 ряд 18 столбиков без накида. Провязав немножко, возьмем... Ага, смотрите, я неправильно провязала.
Делая переход, мы снимаем с петли и одеваем белую уже. Теперь все петелечки прячем, все ниточки прячем вовнутрь. И провязать нужно 30 и 31 ряд столбиками без накида. 18 столбиков без накида. Провязав немного, я завязываю на узелок ниточки, чтобы они не распустились, и прячу вовнутрь. Все, и теперь давайте провяжем 30 и 31 ряд по кругу 18 столбиков без накида. Итак, провязав 2 ряда шейки по 18 столбиков без накида, мы начинаем с этого момента вязать голову. Снимаем маркер и 32 ряд вяжем так. В каждую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Ставим маркер в первую петелечку и продолжаем провязывать 2 столбика без накида в каждую петлю. В конце ряда у нас должно получиться 36 столбиков без накида. 33 ряд мы провязываем 3 столбика без накида плюс прибавка, так повторяем 9 раз. В конце 45 столбиков без накида. Дальше 34 ряд мы провязываем без изменений, 45 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали 34 ряд. Вот такая вот деталь уже у нас получается. Теперь давайте вязать 35 ряд. Снимаем маркер и провязываем 4 столбика без накида. В первую петлю ставим маркер. 1, 2, 3, 4 и провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать еще 8 раз. В конце ряда 35 получается 54 столбика без накида. 36 ряд провязываем 5 столбиков без накида плюс прибавка. Так повторяем 9 раз, в конце 63 столбика без накида. Из 37 ряда по 44 8 рядов мы провязываем 63 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 8 рядов. Я уже обрезала ниточку, потому что мы ее будем менять на этом плане, на этом этапе. Я набила уже туловище, потому что мы сейчас начнем убавлять голову, и поэтому туловище нужно набить. Набила я плотненько. Вот. И начинаем, продолжаем с вами вязать. Но уже берем серенькую ниточку. Итак, меняем мы, снимаем маркер и снимаем первую петельку и провязываем ее, вернее, последнюю петельку, и провязываем ее уже серой ниточкой. Вот так вот. Теперь снимаем маркер и провязываем 45 ряд. В 45 ряду мы провязываем 1 столбик без накида и сразу ставим маркер. 2, 3, 4, 5 и провязываем убавку. За передние полупетельки провязываем убавку. На этом этапе можно ниточки завязать на узелочек, чтобы они не распустили нам наше изделие. Так, и дальше провязываем еще таких нужно 8 повторений. В конце ряда должно получиться 54 столбика без накида. И дальше 46, 47 и 48 ряды, 3 ряда, мы провязываем 54
столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 48 рядов. Теперь нам нужно вставить глазки. Значит, глазки я вставляю между 46 и 47 рядами. Вот сразу первый ряд у нас был убавочный, затем 46 ряд был 54 столбика без накида. И вот между 46 и 47 рядами. Также между глазками у меня 11 столбиков. Вот так вот я определила, где у нас будут глазки. Также глазки у меня будут 16 миллиметров. Я уже приклеила реснички. Реснички я приклеиваю сразу. И вот на самый краешек, если вам видно, то есть я приклеиваю на боковую часть глазика. И когда я его буду прижимать, вот этого клея не будет видно. Но реснички будут держаться хорошо. Вот. Поэтому вот так вот я приклеила сначала реснички. Глазки у меня будут зеленого цвета, очень такие красивые. Так. Вот. И сейчас давайте я вставлю глазки, потому что здесь очень такие тугие заклепки. Кто пользуется такими тугими заклепками, я покупала приспособление покупала на Алиэкспресс. Такой молоточек с деревянной такой штучкой, что нужно его забивать, можно сказать, молоточком. Этот глазик. Поэтому я сейчас забью глазики и дальше продолжим с вами вязание. Итак, смотрите, я вставила глазки. Вот такие вот набалдашники, такие большие, толстые, что их просто так обычным, ну, ничем их невозможно. Сейчас я вам покажу как приспособление, может вам понадобится. Значит, я купила вот такой вот молоточек. Он с такой вот силиконовый какой-то молоточек, и он не режет и ничего не делает с глазками. То есть абсолютно ничего с этими глазками не происходит. И вот такой вот деревянная штучка, пенечек такой, я сюда одеваю. Вот, и вот так вот забиваю, просто забиваю. Вот, и таким образом забиваются у меня глазки. Вот такой вот я купила на Алиэкспресс. Если вам нужно, то очень быстро и легко можно это сделать. Оно мне очень сейчас помогает. Итак, дальше провязываем 49 ряд. Теперь мы начинаем провязывать убавки. Вот, и 49 ряд вяжем так. Провязываем 4 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер и провязываю 2, 3, 4 и убавочка. Так нужно провязать еще 8 раз. В конце получается 45 столбиков без накида. 50 ряд мы провязываем 3 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 9 раз. В конце 36 столбиков без накида. 51 ряд провязываем 4 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 30 столбиков без накида. 52 ряд провязываем 3 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 24 столбика без накида. 53 ряд 2 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков без накида. 54 ряд провязываем 1 столбик без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 12 столбиков без накида. 55 ряд 6 убавок. Давайте провяжем и встретимся. При этом мы постоянно, постепенно набиваем голову. Очень хорошо набивайте шейку. Итак, провязала я голову, набила ее уже и оставила хвостик для пришивания. И просто
все эти 6 петелек я стягиваю обычной иголкой. Вот такие вот за полупетельки. И дальше так, делаю узелочки. И вот сюда в центр ввожу иголочку, а вывожу в любое место. Тем самым стягиваю. Вот. И путаю ниточки. Все. Обрезаю. Все, теперь давайте сделаем утяжку. Итак, начинаем утяжку. Я взяла толстую иголочку, двойную ниточку и теперь ввожу Итак, сделали утяжку на первом глазике. Теперь делаем второй глазик. Завязали, сделали узелочек. 2 узелочка я сделала. Ниточку я не обрезаю. И ввожу точно так же уже во второй глазик.
Итак, давайте мы теперь свяжем носик. Я беру крючок номер 4 и беру бледно-розовую такую пряжу. Оставляю хвостик небольшой, сантиметров 15, и набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 2 столбика без накида. Дальше делаю 1 воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 2 прибавки. 1 прибавка и 2 прибавка. Дальше делаю воздушную петлю. Дальше делаю обвязку по уголочкам. Провязываем 1 столбик без накида. И в центр провязываем 3 столбика без накида. Хвостик при этом не ввязываем. И по второй стороне провязываем 1 столбик без накида и соединительную петлю. Вот такой вот носик получается. Теперь давайте отрежем подлиннее, так как мы будем пришивать. И закрепляем нашу ниточку. Вот такой вот носик получается. Давайте оденем иголочку. И будем пришивать носик. Вот этой вот частью, там где мы делали прибавочки, мы прикладываем его вот сюда, в серединку. И прошиваем. Аккуратненько прошиваем. Стежки делаем сначала на теле, затем на носике. Вот. Теперь опять на теле и на носике. Теперь смотрите, вот этот хвостик убираем, в носик добавляем чуть-чуть холофайбера, очень чуть-чуть, вот такой манюсенький холофайбер кусочек, и сюда вставляем, чтобы он чуть-чуть выгнулся у нас, был выпуклый. И теперь прошьем вот здесь вот. Давайте прошьем. Итак, смотрите, прошила я носик, пришила, вот так вот он выглядит. Вот теперь вот этот вот хвостик, который мы оставляли, я делаю иголочку и будем делать такое небольшое, как ротик. Вот так вот в любое место. Сейчас покажу. Вот так вот. Такое разделение мордочки, как вот у зверей есть возле носика. Все, и прячем ниточку, путаем ниточки. Вот. И обрезаем. Все это все уберется. Все, вот такой вот носик аккуратненький получается, розовенький. Итак, ушко одно я уже связала. Оно у нас будет двухстороннее, с двух сторон. Вязала такой цвет, сейчас я вам скажу. Такой вот цвет Хималай Вельвет и номер 923. Дело в том, что я не могу сказать, одна из оттенков розового. Вот, и оно очень подходит вот под мой комплект для зайчика. Поэтому я взяла вот такой вот цвет. И это двухсторонняя, потому что с одной стороны у нас цвет под цвет нашей зайки,
а с внутренней стороны розовый цвет. И давайте свяжем с вами точно такое же ушко. Сейчас я вам померяю, какой размер этого ушка. Размер этого ушка 35 сантиметров. Прям полноценная игрушка, можно сказать. Итак, давайте с вами свяжем точно такое же второе ушко. Вяжется она из двух деталей. Оставлять необходимо ниточку для пришивания из двух одинаковых деталей, только разные цвета. И розовую деталь я уже связала. То есть вот такая вот деталь получается. Теперь давайте свяжем с вами точно такую же серую деталь. Я беру, четверочка у меня, как всегда, беру серую пряжу под цвет нашей зайки и набираю 50 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте наберем. Итак, провязали мы цепочку из 50 воздушных петель. Теперь с третьей петли от крючка мы провязываем 47 столбиков с накидом. Делаю накид, отсчитываю 3 столбика и в третью петлю от крючка провязываю 47 столбиков с накидом по цепочке. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 47 столбиков с накидом. В последнюю петлю провязываем 4 столбика с накидом в одну петлю. Раз, два, три и 4. Дальше по второй стороне провязываем тоже 47 столбиков с накидом. Итак, провязали мы первый ряд. Вот закончила я. Теперь вот. Теперь я делаю одну воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 5 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Теперь провязываем 37 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Давайте провяжем 37. Итак, провязав 37 столбиков с накидом, вот здесь на полукруге, там где мы делали 4 столбика с накидом в одну петлю, мы здесь провязываем 4 прибавки столбиками с накидом. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка и четвертая прибавка. Дальше провязываем 37 столбиков с накидом по второй стороне. Итак, провязав 37 столбиков с накидом, остается 10 петелек, и в конце мы провязываем 5 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5 и 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот такая деталь получается. Теперь делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. Третий ряд вяжем точно так же. 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. 5 столбиков, 5 полустолбиков с накидом. Раз, два,
3, 4, 5. И провязываем опять 37 столбиков с накидом. Итак, провязав в третьем ряду 37 столбиков с накидом, подходим к нашему полукругу и провязываем его так. 1 столбик с накидом и прибавка. 2 столбика с накидом в одну петлю. Так нужно провязать 4 раза. 1 столбик с накидом и прибавка. 1 столбик с накидом и третья прибавочка. И последний 1 столбик с накидом и прибавка. Дальше нужно провязать по второй стороне 37 столбиков с накидом. Итак, провязав 37 столбиков с накидом, дальше по схеме провязываем 5 полустолбиков с накидом и 5 столбиков без накида. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и 4-й ряд провязываем точно так же. 5 столбиков без накида, 5 полустолбиков с накидом, 37 столбиков с накидом. Давайте провяжем. Итак, провязав 5-й ряд, 5 столбиков без накида, 5 полустолбиков с накидом и 37 столбиков с накидом, опять возвращаемся к нашему полукругу. Здесь мы провязываем так: 2 столбика с накидом и 1 прибавочка. 2 столбика с накидом в одну петлю. И так нужно повторить 4 раза. Еще раз: 1 столбик с накидом, в следующую петлю 2 столбик с накидом и плюс прибавочка. 2 столбика с накидом в одну петлю. Давайте провяжем еще 2 раза. Затем провязываем 37 столбиков с накидом. Дальше 5 полустолбиков с накидом и 5 столбиков без накида. Так, провязав 5 рядов серенького ушка, теперь будем соединять 2 ушка вместе, провязывая столбиками без накида по всей детали в каждую петлю и соединять таким образом наши 2 ушка и делать одновременно обвязку. Я снимаю крючок с петелечки, одеваю на розовое ушко, одеваю петелечку, вывожу и делаю воздушную петлю и провязываю в каждую петелечку столбик без накида, в каждую петелечку, таким образом делая обвязку, и соединяем 2 стороны ушек вместе. Вот так вот. Вот, и давайте сделаем обвязку по всей детали и встретимся в каждую петелечку. Итак, смотрите, сделала я уже обвязку. Вот такие вот 2 ушка получаются. Вот они такие длинные, двусторонние. Оставила ниточку для пришивания, закрепила ее уже. И теперь давайте с вами пришьем ушки. Значит, смотрите. Вот оставили мы хвостик для пришивания. Я одеваю иголочку. Вот это вот расстояние, оно слишком широкое. Нам нужно его сузить немножко. Я, стягивая немножко, в каждую петельку иголочкой так прохожусь. И оно, видите, понемножку стягивается. Вот одеваю и стягиваю в каждую петельку. Вот так вот. Вот видите, оно немножко стянулось. Теперь это делаю то же самое в обратную сторону, только уже через 2 петли. И тоже стягиваю. Вот, теперь смотрите, как оно выглядит. Вот так вот. И теперь пришиваю это ушко, отступив от макушки буквально 2 ряда. Я буду пришивать это ушко
эти ушки вот так вот. От макушки отступаю 2 ряда с одной и с другой стороны. Все, и пришиваю вот эту вот часть. Вот эту вот часть. Давайте пришьем. Подключилась к вам еще раз показать, каким образом я буду пришивать. Вот наша макушечка, и вот я отступила буквально по 2 ряда. Даже меньше, чем 2 ряда. Вот так вот, чтобы она выглядела, наша зайка. Вот так. Ну, я думаю, в принципе, ушки вы сами определитесь, где, скажем так. Ну, вот я буду пришивать вот так вот. Иголочками вам показываю. Теперь давайте пришьем. Итак, смотрите, я пришила ушки. Вот так показываю еще раз. То есть так, как я и планировала, я их пришила. Сзади вот так вот. Теперь давайте с вами пришьем ротик. Ротик я связала точно так же, как и носик. По точно такой же схеме. Только единственное, что хвостик я здесь не оставляла. Вот. Одела ниточку. Вернее, одела иголочку в ниточку. Вот. И теперь будем с вами пришивать ротик. Ротик не будет сложно пришивать на камеру. Вот, ну, я постараюсь вам показать. Значит, вот здесь, там, где я закрепила ниточкой, это будет наше начало ротика. И буду я пришивать его таким вот образом. Немного захватывать здесь. И его надо хотя бы наметать немножко на ротике. Вот так вот, на самой детали. И вот там вот в глубине, вот в глубине, затем в сам уголочек, вот уголочек, и вывести где-нибудь вот сюда. Вот теперь сюда и здесь. Вот. Теперь сделать точно так же, еще раз прошить, потому что, ну, мало стежков мы с вами сделали. Теперь точно так же прошить в обратную сторону и закрепить ниточку и спрятать. Итак, смотрите, пришила я ротик. Вот так вот он выглядит. Теперь я наметила, где будем вышивать бровки. Бровки всегда обычно я намечаю. Вот, чтобы потом не ошибаться. Если не намечаю, могу несколько раз ошибиться и потом перевязывать. Поэтому с любого места я вхожу и вывожу там, где я наметила. Оставляю хвостик. Вот, оставляю хвостик для того, чтобы потом можно было сделать узелочек. Теперь вхожу сюда. Вывожу отсюда. Вот. И ввожу сюда. Вот. Поправляю. Кстати, брови я брала плюшевую пряжу. Потому что она зайка большая. И я решила, что черные брови для девочки, ну как бы это будет не очень. Вот так вот. Теперь несколькими стежками я перехожу там, где у нас входила ниточка, для того, чтобы
Подрезаю, завязываю на узелочек. И прячу ниточку вовнутрь. Ну что, все, наша зайка готова.